Господин президент, спасибо. Я иду в президенты. Куда? Куда я иду? Куда, черт возьми, я иду? Я хочу выбраться отсюда. О, прямо туда. Мой сын не был неудачником. Он не был лохом. Это ты лох, ты неудачник. Президент Трамп, во-первых, это выдуманная цитата. Сосунки и неудачники. У новоиспеченного президента Дональда Трампа 5 детей от 3 жен. Все они заняты своими делами. Кто-то живет свою лучшую жизнь в дорогих поместьях, кто-то тоже строит политическую карьеру, кто-то в силу возраста только учится. И все же 5 наследников Трампа – персонажи крайне колоритные, причем каждый из которых обладает серьезными амбициями. Чем занимаются дети нового президента США и какие отношения царят в семействе Трампов, разберемся в этом видео, не переключайтесь. Дональд Трамп-младший. Первенца Дональда Трампа и его первой жены Иваны не могли назвать иначе. Супруга молодого и амбициозного продолжателя семейного бизнеса позже призналась, что ощущала определенное давление со стороны свекров. Но как только она родила сына, продолжателя дела, семья мужа сразу подобрела. Так что можно смело сказать, что атмосфера в доме Трампов всегда была сугубо традиционалистской. Дональд Трамп-младший поначалу заставил отца поволноваться. Из всей семьи он больше всего тянулся к дедушке по материнской линии, к которому приезжал в Чехию чуть ли не каждое лето. Охотиться, рыбачить и учить чешский язык. Дональд Трамп-младший отучился в престижной школе, окончил Пенсильванский университет, как его отец, но потом уехал в город Аспен. Там молодой человек провел год, пытаясь, видимо, разобраться в себе. Работал барменом, гонял на лыжах, время от времени жил в собственной машине. Однако, год спустя, Трамп-старший решил, что его сыну хватит шалопайствовать. Так Дональд Трамп-младший попал в The Trump Organization. Под его руководством проходила стройка нескольких крупных проектов, включая Trump Building. А сейчас он с сестрой Иванкой и братом Эриком занимает должность исполнительного вице-президента компании. А еще Трамп-младший – важный союзник отца в политической среде. Во время его первого президентского срока Трамп-младший выступал в качестве его советника. Часто делал резонансные заявления в соцсетях. Ходили упорные слухи, что Трамп-младший может выдвинуться в президентскую гонку самостоятельно. Однако он их опроверг и заявил, что всецело поддерживает отца. Трампу-младшему сейчас 47 лет. У него тоже 5 детей от модели Ванессы Хайден, с которой Трамп впоследствии развелся. Сейчас он, как говорят, помолвлен с бывшей советницей отца Кимберли Гилфойл. Иванка Трамп. У дочери Дональда Трампа было много шансов стать карикатурной мажоркой, что-то типа Пэрис Хилтон. Иванка Трамп росла в роскоши, всерьез собиралась быть моделью, была частой гостьей Мэйт-гала, дружила с Кардашьянами, выпускала свою ювелирку, а затем одежду и обувь. Но власть у Трампов – это семейная, так что к семейному богатству и милой внешности Иванка прибавила оконченный с отличием Пенсильванский университет и плотную работу во всех проектах Дональда Трампа. Иванке сейчас 43 года, и ее приятно считать чуть ли не настоящим секретным оружием в политической карьере отца. Миловидная блондинка унаследовала от матери и амбициозность, и смекалку. Она выглядит как идеальная американка, которая ни за что не упустит своего, но при этом не помнет свое прелестное платье с цветочным принтом. Неудивительно, что именно Иванку все называли чуть ли не самым близким советником Дональда Трампа, пока тот находился в Белом доме. Иванка Трамп участвовала в переговорах президента США с северокорейской делегацией, включая Ким Чен Ына. В саммите Большой Двадцатки в Осаке в 2019 году ездила по странам глобального юга с речами о развитии и процветании женщин, растила 3 детей в браке с миллионером и близким советником Трампа Джаредом Кушнером. В общем, именно она была источником мягкой силы для своего жесткого и бескомпромиссного отца на посту президента США. Тем более неожиданным оказалось решение Иванки Трамп самоустраниться из предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Как сообщил газете The New York Times Джаред Кушнер, шансы на ее возвращение в политику равны нулю.
Так что после инаугурации Дональда Трампа, которая прошла 20 января, ждать появления Иванки в публичном ближнем кругу отца не стоит. Ее место близкого советника благополучно оккупировал Илон Маск. Эрик Трамп, третий ребенок Дональда и Иваны Трамп, долгое время не очень удачно вписывался в ожидание семьи. Он выбирал другие пути и способы достижения целей. И только позже стало ясно, что цели как раз у Эрика Трампа мало отличаются от устремлений его старших брата и сестры – богатство и успех. Вместо традиционного для Трампов Пенсильванского университета Эрик отучился в Джорджтаунском. В отличие от своего старшего брата, он чуть ли не с подросткового возраста находился при отце на переговорах. Так что чем старше становился Эрик Трамп, тем больше активов переходило в его ведение. Любимое детище Эрика Трампа – гольф-клубы. Он расширил сеть люксовых клубов Трампа с 3 до 19, не только в Штатах, но и еще в ОАЭ, Индонезии, Ирландии и Шотландии. С дорогостоящими активами Трамп Гольф связана щекотливая история. В 2007 году Эрик Трамп основал собственный благотворительный фонд, который собирал средства детской больницы. Каждая благотворительная игра в гольф-клубах Трампов стоила очень внушительных денег, которые обещали передать на изучение детских онкологических заболеваний. Но существует подозрение, что львиная доля таких отчислений шла на оплату мероприятий, а не на выплаты больницы. Так что в 2016 году Эрик Трамп из фонда по-тихому ушел. С началом президентства отца Эрик взял на себя руководство The Trump Organization, что сделало его одним из ключевых наследников. У него с женой Ларой Юнаско 2 детей. Все семейство Эрика активно участвовало в президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году. Тиффани Трамп. В не самом долгом и не самом счастливом браке с Марлой Мейплс у Дональда Трампа родилась дочь Тиффани. За 2 года до развода с мужем Марла переехала с ребенком в Калифорнию и воспитывала девочку самостоятельно. Мейплс сетовала, что бывший муж помогает ребенку с образованием, но время с ней не проводит. Долгое время Тиффани Трамп оставалась самым немедийным ребенком Дональда, хотя пыталась заниматься и моделингом, и вокалом, а в остальном проживала семейное состояние, дружила с Линдси Лохан и тусовалась по обе стороны Атлантики. Девушка получила юридическое образование в Пенсильванском и Джорджтаунском университетах. Отец шутил, что адвокат в семье экономистов и финансистов – отличное прибавление, но никакой должности в The Trump Organization у Тиффани нет. Только в последнее время Тиффани Трамп стала активнее общаться с отцом. В 2022 году Дональд Трамп выдал дочь замуж за бизнесмена Майкла Булласа. На торжестве в нежно-голубых тонах присутствовал весь клан Трампов. В 2020 году младшая дочь Трампа участвовала в предвыборной кампании своего отца, а сейчас 31-летняя Тиффани ждет ребенка. Об этом Дональд Трамп сообщил во время выступления в Мичигане. Бэрон Трамп. Самому младшему ребенку Дональда Трампа, которого родила его 3-я жена Мелания, сейчас 18 лет. Интерес к Бэрону Трампу у журналистов растет. Именно Бэрон поселился с родителями в Белом доме, когда Трамп победил на выборах в 2016 году. Тогда стало известно, что связь юного Трампа с матерью значительно крепче, чем с отцом. На волне хейта Мелания Трамп стала довольно активной мамой для Бэрона. Чтобы оградить подростка от неприятностей, она отказалась от прислуги, лично готовила сыну завтраки и ланчи в школу, проводила с ним много времени. Бэрон Трамп отлично знает родной язык матери славянский и общается с Меланией именно на нем, что, по слухам, раздражает Дональда Трампа, который за почти 20 лет брака с 3-й женой так и не выучил его. Бэрон Трамп скорее технарь, чем гуманитарий. Он любит математику и программирование, учится в Нью-Йоркской бизнес-школе и к беспокойству отца все еще не обзавелся девушкой. Хотя Бэрон не только завидный, но и симпатичный жених. От обоих родителей он унаследовал высокий рост, больше 2 метров. Весной 2024 года Бэрон поучаствовал во встрече отца с его сторонниками. На совместных фото заметно, что сын перегнал Дональда Трампа почти на голову.